Но мы еще не закончили, потому что было бы внутри Star Citizen без однобокого отчета о спринте, такого как правило овертайма и профессиональный футбол? Давай приступим к делу. Давай начнем с некоторых продолжающихся работ для больниц и недавней работы над Марией Чистой Сердцем, которую скоро можно будет найти на Херстоне в предстоящей Альфе 317. Хотя функциональность будет аналогична больницам, которые в настоящее время представлены в стихе, вы можете увидеть здесь особенности Херста и семьи, которые помогут вам сразу узнать, где вы находитесь, когда проснетесь. Теперь эта больница уже кажется продолжением КБР, с которым знакомы игроки. Также ведется работа над больницей милосердия для Левски однажды в будущем с серым ящиком в вестибюле, включая пост медсестры. Лифты, страховые и аптечные киоски. И даже больше. Давай теперь переключимся на устройства для майнинга, для которых команда ЕС успешно завершила полный цикл. И это джазовая настройка и исправление ошибок перед выпуском в предстоящей альфа-версии 317. Все начинается просто с покупки устройства для майнинга в любом магазине, где оно есть, и доставки его обратно на ваш корабль, чтобы поместить в его местный инвентарь. В данном случае наш старатель. А теперь взлетай. Найди себе месторождение полезных ископаемых и просканируй его, как обычно. Здесь мы нашли узел с нестабильностью 0.91, что обычно не способствует хорошему майнингу. Также следи за сопротивлением 0.18. Мы вернемся к этому позже. Теперь мы вытащим наше устройство для майнинга из местного инвентаря корабля и оснастим его нашим личным. Потому что пришло время выйти и приземлиться на скалу, как там, где Брюс Уиллис и Армагеддон, или Бен Аффлек, или, в моем случае, сумасшедший русский. Как только мы доберемся туда, мы разместим наше устройство, в данном случае модель OpenOS, специально разработанную для уменьшения нестабильности, а затем отрегулируем точность нашей формы сигнала, по крайней мере, до 90%. Прежде чем мы активируем и уйдем. Тогда, когда мы вернемся на корабль и перепроверим результаты нашего сканирования, мы увидим, что наша нестабильность теперь снизилась до 0.54, в то время как наше сопротивление выросло до 0.28. Да, у всего есть своя цена. Именно в этот момент ты можешь майнить, разбивать и собирать, как обычно, а во многих случаях даже собирать свое устройство для майнинга, чтобы снова использовать его в будущем. Это забавная новая морщинка. Он готов перейти на Альфа 317 в конце этого квартала. Тем временем команда Vehicle Experience экспериментирует по всему миру. Может быть, мы не можем сделать это с проверкой жизнеспособности и работоспособности кассетных ракет, как вы можете видеть здесь. А также кассетные бомбы, где одно распадается на множество. И как вы можете видеть здесь, из-за системного характера, лежащего в основе каждого аспекта Star Citizen, взрыв одного из них в конечном итоге сбивает последующие капли с их целей. Можно с уверенностью сказать, что потребуется больше испытаний и прототипов, прежде чем команда рассмотрит возможность добавления таких боеприпасов в собственно постоянную вселенную. Давай пойдем дальше и войдем внутрь, где безопаснее, и взглянем на недавнюю работу над стервятником Дрейка, которую мы видели здесь в его последнем художественном прохождении. У него есть спасательный корабль для одного игрока от межпланетного Дрейка. Интерьер, как и ожидалось, скудный и утилитарный, со сценой моста здесь, в жилой зоне. И зона обработки. О, я чуть не забыл. Извини всех. Вот и ванная тоже. О, это звукоизоляция.
Мы также взглянули на продолжение прогресса в сером ящике в Рекорпис, где один спринт был направлен на завершение основного корпуса и выделение места для всех компонентов, оружия, шкафчиков и многого другого. Потому что на корабле такого размера есть что упаковать. А затем еще один спринт, где он немного дальше по серому прямоугольному пространству. Давай не будем забывать о настоящей горячности и ее полностью расправленных крыльях. Милый. Работа также продолжается в целом, поскольку команда сосредоточена на доработке более сложных деталей расширяющейся и привлекающей грузовой сетки в середине и узел двигателя сзади. А затем совершенно новый торговый корабль продолжает свои ранние исследования белого ящика для его массивного интерьера, включая инженерную секцию, в которой должно быть много приятных движений, когда все готово и готово, а также небольшой брик, который в настоящее время находится в передней части корабля. Это будет продолжать развиваться с большим количеством своих фирменных изгибов по мере продолжения фазы белого ящика. И прежде чем мы покинем корабли на этой неделе, как некоторые люди, возможно, догадались из недавнего информационного бюллетеня, взгляните украдкой, что Дрейк Корсар начал свое путешествие по конвейеру кораблей с этого взгляда на ранний прогресс белого ящика для его внешнего вида. И мы будем продолжать следить за этим прогрессом, поскольку это последнее творение легендарного Джима Мартина переходит от концепции к реальности в течение всего этого года. Сейчас космос ускользает. Прошло много времени с тех пор, как мы проверили технологию газового облака Вселенной, и команды по охране окружающей среды недавно завершили спринт, исследующий некоторые точки Лагранжа для различных планет предстоящей системы пиротехники. Каждая звездная система, область планет и сама планета спроектированы с учетом определенной цветовой палитры на самых ранних этапах процесса, и некоторые цвета, которые вы видите здесь, могут и будут меняться по мере прохождения освещения. Кроме того, все обломки, которые вы видите здесь, в настоящее время являются заполнителями, поскольку прозвучал призыв создать более динамичные и, в некоторых случаях, более узнаваемые обломки для изучения игроками. Да, в этом году мы на пути к пиротехнике, и вы можете ожидать увидеть гораздо больше по мере продвижения 2022 года. И прежде чем мы тебя отпустим, команды развивают концепции, которые вы видели на CitizenCon для космических станций вне закона, и переходят к этапу белого ящика, разрабатывая их разнообразие, с которым вы столкнетесь. Разбросанные по всей системе Пайра, включая некоторые области, которые разделяют некоторые активы с колониализмом. Аванпосты обнаружили сторону планеты и тянущиеся повсюду провода, не забывая при этом о возможности обхода искусственного интеллекта. Ты же знаешь, что какой-нибудь бедный инженер попадет сюда не тем путем, и именно так ты получишь веру в конце Супермена. Это была шутка примерно для 16 из вас. Вот еще один. Это немного похоже на офис Хасана. Это была просто шутка для Иэна Лиланда. Наконец, вот несколько видеозаписей продолжающегося продвижения белого ящика снаружи в сочетании с зияющим пространством, которое вы видели раньше. Так чему же мы научились на этой неделе? Ну, мы узнали, что новые заброшенные в 361 — это всего лишь следующий шаг в масштабном новом путешествии к более яркому и динамичному набору исторических столкновений, которые игроки смогут обнаружить и исследовать в будущем. Что команда Vehicle Experience собирается дать команде FX некоторое высокое кровяное давление, поскольку они продолжают изучать возможности. Кластерное оружие приносит в постоянную вселенную, что приближается к Корсар Дрейка, и что Пайра продолжает позволять нашим художникам исследовать дальние уголки цвета и общего беспорядка. И не забывай, что ксеноугроза снова возвращается в стандартную систему. Обязательно зайди на веб-сайт и в социальные сети, чтобы узнать все подробности о Inside Star Citizen. Я Джаред Хакаби. Мы увидимся с тобой на следующей неделе.